Всем привет! Погода говорит нам о том, что по ночам уже скоро будут постоянные заморозки и возможен снег. А значит, пора задуматься о том, чтобы перебывать свой автомобиль на зимнюю резину. Все чаще автовладельцы делают эту процедуру самостоятельно. И для кого-то она может показаться не такой уж и легкой. Чтобы ее облегчить, можно прикупить себе недорогой аккумуляторный гайковерт. И в этом видео у нас будет технообзор на этот недорогой китайский гайковерт с AliExpress. И мы проверим, как хорошо он справится со своей задачей. И замерим, какой именно момент затяжки он действительно способен, потому что здесь указывается 330 ньютонометров. Мы это проверим и сделаем выводы, стоит ли покупать такую недорогую технику или стоит присмотреться к чему-то более фирменному и подороже, или действительно можно обойтись и без него. А также в конце видео я обязательно покажу, с какой поломкой я столкнулся и как ее можно отремонтировать. В стандартном наборе у вас будет сам гайковерт, аккумуляторная батарея, зарядное устройство и переходничок. Сам гайковерт достаточно недорогой, но если доплатить, как это сделал я, то вы получаете плюшки в виде защитного кейса. Также в комплекте могут идти одна или две батареи, зарядное устройство, переходник идет в комплекте. Также у меня был набор из 6 ударных бит разных размеров. Бита на размер моей гаек как раз вот 19 мм. Я его сам немножко подрезал болгаркой, подточил, потому что не хотел, чтобы он бил по диску и, получается, царапывал и краску сбивал. Еще мне понравилось, что за свои деньги у меня вот такой вот замечательный патрон, который легко одевается, и мой гайковерт превращается в дрель или шуруповерт. Бита под крестовую отвертку также была в комплекте. Хотя в комплекте также я увидел вот такую замечательную насадку, которая также позволяет использовать биты под крестовую отвертку или, в принципе, под всякие переходнички. Марка моего гайковерта фирмы Wingsor. На самом деле на AliExpress они все одинаково выглядят и, в принципе, возможно, и они действительно друг от друга не сильно отличаются. Просто разные логотипы разных компаний. Так-то у них все одно и то же. Зарядив аккумулятор, одеваем на полозья и до щелчка. Все, наш гайковерт готов к работе. Он работает как на закручивание, так и на откручивание. А также имеет возможность программно выбрать регулировку кратковременного откручивания. Как видно, гайковерт ударный, и поэтому ему достаточно трудно закрутить обычный саморез. Это же не шуруповерт. Он бьет и ломает биту. Реклама говорит нам о том, что гайковерт может осилить 330 ньютонометров крутящего момента. Ну что ж, давайте проверим. Сейчас мы проведем эксперимент. Затянем гайки колес с помощью динамометрического ключа. Он у меня на 110 ньютонометров. И, в принципе, это то, что производитель рекомендует. Вот именно на Subaru от 90 до 110 ньютон-метров для того, чтобы закрутить колесные болты и гайки. Так что сейчас мы закрутим на предмаксимальный у меня на 110 ньютон-метров динамометрический ключ и проверим, сможет ли его открутить гайковерт. Кстати, если вы не знаете, как пользоваться, настроить или выбрать динамометрический ключ щелчкового типа, у меня есть для этого специальное видео. Я оставлю ссылочку в описании, кому интересно. Я надеюсь, видно, что ключ я выставил на 110 ньютонометров. Вот он нолик, вот она рисочка. Ну что ж, они у меня и были затянуты, поэтому теперь проверяем, насколько должен хорошо справиться наш гайковерт. Я, кстати, его подзарядил, так что все по-честному. Аккумуляторная батарея полностью заряжена. Пробуем.
Сейчас я выставил программу самого быстрого крутящего момента. Ура! Первая гайка есть. Ну что, вы все видели? 2 из 3. 2 гайки он смог выкрутить, и то только получается, потому что я выбрал самую быструю скорость вращения. Вот. Таким образом его будет спалить очень даже легко. Давайте мы немножко облегчим задачу и установим момент затяжки 100 ньютонометров. Сейчас я сдерну пару гаек. Ну извини, помешал? Нет, нет, все нормально. Как и я для себя бываю. Забыли что, да? Да, Сергей, я приехал все за картошкой, достал ее, положил в подвал и уехал. Это еще ничего. Он тот сосед делал шашлыки весной. Меня накормил ими, мы поговорили. Потом он собрался и уехал. Потом возвращается через 40 минут, говорит, доехал до дома. Вспомнил, что шашлыки оставил здесь. Вот так вот. Итак, на динамометрическом ключе я выставил момент затяжки 100 ньютонометров. Сейчас мы затянем эти колесные гайки и потом заново проверим гайковерт. Итак, реклама нам говорила, как мы помним, 330 ньютонометров. Со 110 он не справился. Давайте проверим, что будет со 100. Ровно со 100 ньютонометрами уровня затяжки. Да, молодец. Так, сейчас немножко машинку приподниму. Ну что, вы видели, в принципе справляется. Но не 110, но честная сотня ньютонометров есть. Конечно, не 330, как обещано, но сотня есть. Так что, в принципе, если вы затягиваете гайки, как рекомендует ваш производитель, там 90, 100, 110, в принципе, нормально. И, конечно, это все равно аккумуляторный гайковерт. У него нет такой мощности, как у пневмоинструмента. Поэтому лично я рекомендую всегда сначала срывать гайки, а уже после этого использовать его для более быстрого и комфортного обслуживания своего автомобиля, в том числе вот для замены колес на зимний либо летний период. Давайте сейчас поменяем колесо и попробуем закрутить с помощью него, хотя это не рекомендуется, потому что когда в автосервисах закручивают колеса с помощью гайковерта, очень часто страдает именно сама шпилька, либо болт, и резьба вытягивается, что чревато потом будущим переломом. И поэтому лично я рекомендую подзатянуть, опять же накрутить от руки, подзатянуть, и потом просто либо баллонным ключом с небольшим усилением. В идеале, конечно, рекомендую прикупить себе динамометрический ключ и ставить точный момент затяжки. В принципе, для всех узлов соединения это очень-очень важно.
Давайте проверим на одной гайке, вот на верхней, насколько сам гайковерт сможет затянуть, на какой крутящий момент максимально. Ну, на 100 довернул. Может быть, даже на 110. Сейчас проверим. Выставлю уровень затяжки 110 ньютон-метров. Мы проверим эту верхнюю гаечку. Да, на 110 завернул. Что ж, как видно из нашего теста-эксперимента, гайковерт Wings справился, в принципе, со своей задачей. Конечно, мы понимали, что реклама говорит одно, по факту другое. Откручивает он 100 ньютон-метров, да. Закручивает, ну, даже больше, да. 110 ньютон-метров он закрутил. В принципе, больше и не нужно, потому что дальше страдают гайки и болты. Откручивает он колесные гайки и болты, ну, в принципе, с трудом. То есть, если 100 ньютон-метров затяжка и немножко еще подхрясло, то придется бить, пока, соответственно, не сломаешь, пока он не сгорит. И хочу сказать, что если гайковерт справился с тем, чтобы открутить гайку на 100 ньютон-метров и закрутить на больше, чем 110, то со всеми другими гайками он также справится без труда. Я уже использовал его в ремонте. Вот бетономешалку мы ремонтировали, там получается больше 12 гаек, и он очень легко их чук-чук-чук все пооткручивал и также подзакручивал. Так что очень полезная вещь, я думаю, стоит своих денег, можно рассматривать в качестве приобретения. Ну а теперь, как и обещал, в конце ролика я покажу, с какой проблемой, а именно поломкой, я столкнулся и как ее отремонтировать, потому что когда я сдал его в сервисный центр по ремонту, то, как выяснилось, что у них и запчастей таких нет, а искать ее нужно все на том же сайте AliExpress. И теперь эта запчасть уже установлена новая, он работает, но я хочу сказать, что я не откручивал колесные гайки и не дожидался, пока что-то сгорит. Все получилось так, что я поработал им, положил обратно в кейс и достал потом через какое-то время, ну 2-3 недели, допустим, и попытался включить, а ничего не работает. Я подумал, разрядилась аккумуляторная батарея, поставил на зарядку, она зарядилась, все равно ничего не работало. Вот эти вот огоньки не загорались, никаких вот действий гайковерт, признаков жизни не подавал. Напишите в комментариях, если у кого-то есть подобный гайковерт, выходила ли у вас вот эта плата из строя, потому что, как я почитал по комментариям, у некоторых вот после того, как они достали из коробки, открутили буквально там 20 гаек, он перестал работать, соответственно, после ремонта работает до сих пор. Вот не знаю почему. Те запчасти, которые продаются как бы ремонтные, они немного, ну, получше, похоже, качеством, поэтому будем надеяться, что он будет работать, а если что, я знаю уже, как ремонтировать, и вы сейчас узнаете. Не рекомендую затягивать гайки с помощью гайковерта. То есть вы только наживили вручную на резьбу, закрутили до конца, чтобы это быстро прошло, чтобы вот ключом не пришлось вот так вот постоянно крутить. Хотя, в принципе, у многих, наверное, и у меня в том числе, с этим проблем нет. Я, ну не знаю, закручивая резьбу трачу 30 секунд, ну до минуты. Здесь это будет за 15 секунд, ну 2 раза быстрее. Ну, немножко интереснее, согласитесь. И никогда не позволяйте вот на шиномонтаже закручивать вам гайки именно вот пневмоинструментом, потому что, как вы теперь знаете, резьба страдает, она вытягивается, болт рвется, обламывается, а вот ремонт, вот именно субаровский, если рассматривать вариант, то там идет ступица в сборе. И вот эти болты нужно, получается, отдельно покупать, разбирать все вот до вот этой ступицы и, соответственно, да, выбивать болт, опрессовывать новый. То есть, вроде такая плевая поломка, но такой дорогостоящий ремонт. И, конечно, ну, кто его будет ремонтировать, сами
подумайте. Поэтому наживили гаечку, чуть-чуть можно закрутить, а потом все равно в идеале добивать все динамометрическим ключом до нужного момента затяжки. И тогда никаких проблем с вашими гайками и болтами никогда не будет. Ну, а если это видео было вам познавательно и полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал. Меня зовут Сергей Перетягин. Я всегда рад новым подписчикам. Так что до новых встреч в эфире. И пока. Итак, гайковерт не работает. Вот мы нажимаем кнопочку, ничего не происходит. В принципе, он полностью заряжен. Ну, что ж. Я отдавал его в ремонт. Мне сказали, что 2 или 3 недели прошло, и сказали, что починить не смогут, так как внутри сгорел блок. Блок управления, как раз вот там, где вот эти кнопочки находятся. И у них такого нет. Я заказал такой с Алиэкспресс, он как бы оригинальный, но подходит на все такие гайковерты, поэтому он универсальный. Ну, я заранее его не раскручивал, поэтому будем надеяться, что он подойдет